Spasiba, что вы приехали сюда. Очень рад видеть вас. Надеюсь, что жизнь и осознание Кришны продолжается как экстаз, насколько возможно. И да, у нас сейчас есть большой команд. Вот наш лидер, генерал, что-то, генерал, да? Или что-то так. Махапрабху Крипа Прабhu, наш главный проповедник, Адхакшаджа Прабhu. Да, Адхакшаджа Прабhu, окей. И сегодня я буду читать лекцию по Шримад Бхагаватам, но после этого Адхакшаджа Прабhu будет ответ вопросы, да? Ответить на вопросы. Ответить на вопросов. Вопросы, да. И поэтому, конечно, вы должны думать, вот, который вопрос вы будете... Какие вопросы вы будете вот, задавать, предлагать или что-то так, потому что они сказали мне, что преданные здесь очень разумны. И они думают очень вот, глубоко, да, о сознании Кришны и Харибол. Да. Хорошо. И, Хари Кришна, наш главный мридангист. Есть слово так? Конечно. Окей. Мадхава Чаран Прабhu. И главный физгармония игроков. Шамкишор Прабhu. И наш главная картелиста. Картелистка. Да. Вот. Бхакти Алиса. Большой команд. И вот главный помощник Сачикана Прабhu. И он может играть на мриданга тоже. Он вообще много чего может. И наш главный, would you believe, повара, Ачинча Чайтанья Прабhu, но он в кухне сейчас. Его, как сказать, природная позиция, конституционная. Институциональная. Как он сказал. Позиция, окей. Я на отпуске. В отпуске. Вечный отпуск. Харе Кришна. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Okay. Swarnamichatayam Srimad Bhagavatam Pesne Adinatsataya Galava Dwatsat Shestaya Nazavayatsa Ayla Gita E Stiki Devatnatsati I Dwatsati Da No Tam Na Что это? Daskya. Это Devatnatsat. Хорошо. Petro, Kim, Swam, No, Bharyaya, Svamino, Gne, Swa, Gridrayo, Kim, Atmana, Kim, Suridam, Iti, Yo, Navasiyate, Pitro Kim Swam Nubaryaya, Swamino Gneshwa Gridrayo, Kim Atmana Kim Suridham, Itiyo Navasiyate, Pitro Kim Swam Nubaryaya, Swamino Gneshwa Gridrayo, Kim Atmana Kim Suridam, Itiyo Navasiyate, Pitro Kim Swam Nubaryaya, Swamino Gneshwa Gridrayo, Kim Atmana Kim Suridam, Itiyo Navasiyate. Пожалуйста. Еще, пожалуйста. Manakim Suridam, Itiyo Navasiyate, Pitro Kim Swanu Bharyaya, Swamino Gneshwa Gridrayo, Kim Atmana Kim Suhridam, Itiyo Navasiyate. Mataji. Kamatmana Kim Suhridam, Itiyo Navasiyate. Ishwar. Pitro Kim Swam Nubaryaya,
Atmana kim suridam. Iti yo navasiyate. Okay, let's do the Paslovany Paravad just for this verse. Yeah. Питроха, родителей, кем, ли, свам, имущество, No, ли, li, бхарьяяха, жены, сваминаха, хозяина, agneha, огня, швагри, дхайоха, собак и шакалов, кем, ли, атманаха, души, кем, ли, сухридам, друзей, ити, так, яха, кто, на авасияте, никак не может решить. Rishit. Okay. Second. So now there's also verse 20. So I'll just read it. Tasmin kalevare made ye tuchanishte vishajate aho subhadram sunasam susmitam cha mukam striya. Perivod. Сопряжены два стиха, поэтому 20 стих мы просто прочитали и перевод стиха. Никто не знает, кому на самом деле принадлежит тело. Родителям ли, которые дали ему рождение, жене, которая дарует ему наслаждение, или хозяину, который заставляет работать. Принадлежит ли оно погребальному костру или собакам и шакалам, которые в конце концов пожрут его? Или им владеет душа, живущая в нем, которая участвует в его счастье и несчастье? Или тело принадлежит близким друзьям, которые вдохновляют и помогают ему? Хотя человек никогда до конца не уверен в том, кому принадлежит тело, он очень к нему привязан. Материальное тело – это оскверненная форма, ведущая к падению. Однако, когда мужчина встречается с женщиной, он думает, какая привлекательная дева, какой у нее очаровательный нос. И взгляните, как она прекрасно улыбается. What? Oh, that okay. Commentary Srila Prabhupada. Выражение «тучаништхе», идущее к жалкой участи, указывает на то, что тело, если его захоронят, станет пищей червей. Если сожгут, оно обратится в пепел, а если оно умрет в безлюдном месте, то будет добычей собак и стервятников. Иллюзорная энергия, майя, входит в облик женщины и смущает мужской ум. Мужчина пленяется майей, явившейся в женском облике, но когда он обнимает ее тело, ему достаются лишь 2 пригоршни испражнений: крови, слизи, гноя, кожи, костей, волос и плоти. Люди не должны быть подобны кошкам и собакам и считать тело самим собой. Человек должен обрести просветление в сознании Кришны и научиться тому, как служить Верховному Господу, не пытаясь вероломно использовать его энергию ради собственного наслаждения. Pitro kim swam nubaryaya swaminogne shvagritrayo kamatmana kim suhridam iti yo na vasiyate tasmin kalevare medye tuchanishte vishajate aho subhadram sunasam susmitam cha mukam striya. I don't think you need to read it again. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Vanchakapacharubhyas Jai Kripa Sindhubhya Evacha Panidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So again, I'm so happy to be here with all you nice devotees. И еще раз хочется выразить, насколько же я рад оказаться в вашем обществе, замечательные и преданные. ISKCON Sarata Vyatraki. I'm Samara, ISKCON Samara Yatra. Sarata Vyatra. Ki Jai. Da. Well, Pevirasya Priyakal Rasiyu. Rasiyu. Bill, Tishits Devitsot Delanosta Tretum Gado. Iatolka Posishal Peterburg. Now, Torairas Devanosta Chidwartam Gado. Pervai Miesta Boyala Samara. What? Sure. 25 лет назад? Юбилей. Oh, okay. What do you call it? Silver Jubilee. Серебряный юбилей. Yeah. No, yeah. I have many fond memories of ISKCON Samara. На самом деле у меня очень много воспоминаний о ISKCON Самаре. E Tretaya Miesta Boyala. Take a guess. What do you say? Ugadi Bayati. Догадайтесь. Okay, Talyati. И после этого Saratov. Да, как я помню. Shri Nitai Gaur Nataraj Ki Shishi Pralad Nrsinga Deva Ki Gaur Premanande Harasha. So this is now Lord Krishna in the sort of somewhat later stages of his instructions to Uddhava. Итак, мы прочитали стих из последних наставлений Господа Кришны Удаве. And, well, here, to illustrate the sort of the fallacy, the falseness of material life, Lord Krishna is telling the story of Maharaj Pururava and Maharaj Ayala. И для того, чтобы проиллюстрировать иллюзорность и ложное представление о материальном образе жизни, Господь Кришна приводит в пример Махараджа Праруву и Ayala. Айлу. Yeah. So, and this is Ayala speaking. И в этом стихе Махарадж Айла As far говорит. as I can make out. So, and you can just see, he is in a very happy state of complete illusion. Очевидно, что он пребывает в полнейшей иллюзии, но при этом чрезвычайно счастлив. Maya jena, как сказать, совершенство. What? Of humanity. Человечество. Человечество. Совершенство. И жить. What? Жить с ней, да? Совершенство жизни. Да. И у меня есть. И поэтому моя жизнь, sure, perfect. Идеально. Okay, idealna. And it's a little amusing, some of the Sanskrit here.
Достаточно забавно здесь санскрит употребляется. Subhadra, he says, she is Subhadra. Он обращается к ней как к Субадра. Of course, we're all familiar with this term, Subhadra. Конечно, все мы знаем значение термина Субадра. And of course, generally it refers to Subhadra Devi, the sister of Krishna and Balaram the sister of Krishna and Balaram. И обычно Субадрой называют сестру Кришны и Баларамы. And and generally, or often at least, amongst the Jagannath deities, И обычно, по крайней мере, чаще всего, Субадрой называют сестру Кришны и Баларамы в связи с божествами Джаганатхи. and Bhadra means auspicious. Бадра означает благоприятное. Subhadra means very auspicious. Субадра означает очень благоприятное. This Sanskrit grammatical prefix su means very. Санскритская грамматическая приставка су означает очень. Yes, so Bhadra auspicious, Subhadra very auspicious. Бадра благоприятная, Субадра очень благоприятная. Может быть, слишком, what is it? Благоприятно. In Bhagavad Gita, there's an interesting use of this su prefix. В Бхагавад-гите очень интересным образом используется приставка су. Oh, no, sorry. It has a synonym, which is V. На самом деле, извините, у этой приставки су есть еще синоним ви. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. This is a very famous Bhagavad Gita verse. Это известнейший стих Бхагавад-гиты Ви нашая чадушкритам. Right. So, Paritranaya sadhunam, Krishna is saying in the 4th chapter, that he appears to protect, to deliver the devotees. В 4 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о том, что он приходит сюда, в этот мир, для того, чтобы защитить преданных, а также даровать им освобождение. And vinashaya cha duskritam, to destroy the duskritanas, basically the demons. Винашая чадушкритам. Он также приходит сюда для того, чтобы уничтожить душкритинам, демонов. So, little Sanskrit grammar. Большой урок санскритской грамматики. Nash means to destroy. Наш означает уничтожать. V, like su, is a prefix of emphasis, meaning very. А приставка ви является синонимом приставки су, что переводится также очень. So, nash to destroy, vinash to very destroy. Наш уничтожать, ви наш очень уничтожать. Yes. Krishna sometimes with the demons, he doesn't just kill them. Иногда, в случае, когда Кришна убивает демонов, он не просто их убивает. Like if you read about the killing of Arishtasura, Если, к примеру, вы прочтете описание убийства Ариштасуры, Krishna kicked him, punched him and kicked him, and that was the end of Arishtasura. Кришна бил его руками, пинал его ногами и пинал до тех пор, пока не запинал до смерти. До свидания. Увидимся в следующей жизни. Следующая. What? Следующей жизни. Да. But Krishna didn't stop. Кришна не останавливался, He kept kicking the dead body. но продолжал пинать мертвое тело. And he kept kicking more. И продолжал пинать с большей силой. И после этого он продолжал больше. He just kept kicking Он просто продолжал пинать без остановок. until
Arishtasuri, you couldn't recognize what is this sort of object here on the ground. До тех пор, пока уже было невозможно понять, что это за субстанция, которая осталась от Ариштасура. In fact, it's described there, he looked like a big lump of jelly. Описывается, что остатки его были похожи на лужу желе. Это программа Krishna. Yeah. He gets the demons, boy, he really gets the demons. О Боже, как он любит с демонами расправляться. Vinash. Not just nash, but vinash. Total destruction. Не просто наш уничтожать, но наш полностью уничтожать, втаптывать. So Subhadra, very auspicious, just like divinely auspicious. Поэтому Субхадра это очень благоприятное, божественно благоприятное. But then the next term, of course it's not in this verse, it's in verse 20. Затем следующий термин, который из 20 стиха, его нет на доске. Sunasam. Nasa. What? Сунасам. Наса это нос. Oh, your nose is so beautiful. Ах, какой у вас красивый нос. I could just look at your nose the whole day. Можно просто целый день созерцать ваш прекрасный нос. It is Nachet Maya. maybe Sumaya. Yes, yeah. I don't know if that's grammatically correct, but Не знаю, правильно ли грамматически употребить будет приставку «су» в данном случае, но можно сказать «су-майя», глубокая майя. Veliki, yeah, Ochin Maya. Maha Maya. So, anyway, here the king is, well, he is coming, he is coming to his senses. Царь идет на поводу своих чувств. Yeah, and he's getting some very valuable and vivid realizations. Но внезапно его посещают очень четкие и ясные реализации. And actually this verse, it's very similar to a verse or a couple of verses in the 10th canto. Эти стихи очень похожи на стихи из 10-й песни. There is the story of the deliverance of Nala Kuvara and Manigriva. It's part of the Damodar Lila. And there Narada Muni, he arrives in the heavenly planets in the abode of Kuvera. И затем Нарада Муни приходит, появляется на райских планетах в обители Нала Кувера. And these two, Nala Kuvara, Manigriva, they are the sons of Kuvera. Нала Кувера и Манигрива являются сыновьями Куверы. And Kuvera, Prabhupada refers to him as the treasurer of the demigods. А Куверу Шрила Прабхупада называет казначеем полубогов. Means it's something like he is the bank manager of the demigods. Другими словами, он является руководящим менеджером банка полубогов. Something like that. So, in other words, they are a very wealthy family. Другими словами, они из очень богатой семьи. And according to Srila Bhaktivinoda Thakur, these two sons, they are representing the anatha of losing your intelligence because of possession of wealth and high position. И в соответствии с Бхактивинода Тхакуром эти двое сыновей Куверы олицетворяют анарху
потери разума по причине своего высокого рождения и богатства. Yeah, because so Narada Muni arrived there at that place, Нарада Муни прибыл в их место and he's walking in through the sort of the gardens, и идет через сад. and there's a lake on one side, И ему попадается озеро, and there are Nalakuvera and Manigriva в котором находится Навакувера и Манигрива, with some young women и они находятся в обществе молодых женщин in the lake в озере, with no clothes on, полностью нагими. and they are just, enjoying, you could say, or trying to enjoy material existence. И пытаются наслаждаться материальным существованием. And I think you know the story quite well. Я думаю, вы хорошо знаете эту историю. Narada, when he came by, everyone, all those people in the lake, they saw him come. И все участвующие в наслаждении в этом озере увидели, как Нарада Муни подошел к озеру. The young women felt embarrassed, and they came out and covered themselves. Молодые девушки смутились и вышли из озера и прикрылись. But those two young men, they also saw Narada, but they didn't care, they just carried on. Но молодые люди тоже увидели Нараду, но не вышли из озера и не прикрыли свою наготу, они продолжили наслаждаться. And it's really degraded. Что является очень деградирующим признаком. And Narada Muni, seeing them in that state of mind, he felt very bad. И когда Нарада Муни увидел состояние их ума, он огорчился. That these boys are born in such a good family. Поскольку эти молодые люди рождены в такой богатой, великой семье, They are born in the family of high demigods. они рождены в семье полубога, который занимает очень высокое положение. And the father Kuvera is a great devotee. Их отец Кубера также является великим преданным. But look at what has happened to them because of having wealth and very prominent, respectable position. Но посмотрите только, что случилось с ними из-за того, что им доступны эти богатства их отца, а также они могут пользоваться его высоким положением в обществе. So Narada Muni, he felt very compassionate, and he thought, how can I help these boys? Нарада Муни проникся к ним состраданием и подумал, каким образом он может помочь этим молодым людям. And so he thought that to help them, I have to give them like a severe wake-up. И для того, чтобы помочь им пробудиться, Нарада Муни решил преподнести им суровый урок. In English or American English, we call it tough love. По-английски, или можно сказать в американском английском, используется такой термин суровая или крутая любовь. Крутая. Не очень крутая. Или жесткая. Сильная. Жесткая любовь. Тяжелая любовь. Yeah. That it looks nasty. И жесткая любовь выглядит таким образом, как будто бы она отвратительна. And it is nasty, actually. И на самом деле, да, она неприятна. But it is to help the person get out of some bad position and become corrected. Но проявление этой жесткой любви необходимо для того, чтобы помочь человеку выбраться из его положения и помочь ему исправиться. So he cursed them to become trees.
Поэтому он проклинает их, чтобы они родились деревьями. Now, as he was thinking about what to do, he discusses basically the same idea presented here. И в тот момент, когда он думал о том, каким образом помочь им, он обдумывал ту же самую идею, которая обсуждается в том стихе, который мы прочитали сегодня. He thinks that these boys, they think their bodies belong to them and therefore they can do whatever they like with them. Он думает о том, что эти молодые люди всерьез полагают, что их тела принадлежат им, и они могут делать все, что им заблагорассудится. But actually, to any person with just a little intelligence, it should be clear that this body, your body, is not your body. Но на самом деле для любого человека, обладающего толикой разума, очевидно, что твое тело на самом деле не твое тело. Whose body is it? Тогда чье же это тело? Well, it's born from your parents. Ну, родили-то его ваши родители. Maybe it's their body. Быть может, оно принадлежит им. And then in your childhood, your parents, they feed the body, they clothe the body. И пока вы являетесь ребенком, ваши родители заботятся о вашем теле, кормят, питают ваше тело. And they tell you, you can do this, you can't do that. Также они говорят вам, что вы можете делать, что вам нельзя делать. So they're controlling your life. Они контролируют вашу жизнь. And they're controlling your body. Они контролируют ваше тело. So this is evidence that actually your body belongs to your parents. И это первое доказательство того, что ваше тело не принадлежит вам, а принадлежит вашим родителям. Then you get a little older and you go to school. Затем вы немного подрастаете и идете в школу. And there the teacher is just directing your body. И в школе вас ждет учитель, который будет направлять ваше тело. Yeah. And in the school you can't just get up and just do whatever you want. В школе нельзя просто встать и начать делать, что хочется. Of course you can if you really want, but then you'll get into trouble. Конечно, вы можете, если вам сильно хочется, но затем у вас будут неприятности. So in the school your body has to follow the direction of the teacher. Поэтому в школе вам необходимо следовать указаниям учителя. And then you finish your education, and in the great majority of cases, then you get married. И затем, когда вы заканчиваете процесс обучения, получаете образование, в большинстве случаев люди женятся. And then your body, if you're a male, well, your body then becomes the property of your spouse. И как только это происходит, ваше тело становится собственностью вашего супруга или супруги. No, это правда. That if you're a lady, your husband tells you, do this, don't do that. К примеру, вы девушка, и ваш муж говорит вам, делай это, а вот это не делай. Это правда. Они what? What? Командует. Попробуют. They try to. По крайней мере, мужья пытаются, командовать. And the woman, the wife, directs the husband. А супруга пытается командовать мужем. Это правда? Нет, никогда. Хороший муж. Спросите его жена. But anyway, basically it works like that you now you have this responsibility. Но в основном, этот принцип применим во всех остальных случаях, поскольку теперь на их плечах лежит ответственность. And you have to get a job. И по этой причине необходимо работать. And to maintain your family, including your children. Чтобы финансово поддерживать свою семью, включая детей. So like that you're working for your family,
means your family owns your body. Получается, вы работаете на своих детей и жену, и они владеют вашим телом. And of course, you're working for the employer, for the boss, and in that sense, the employer owns your body. Также вы работаете на своего начальника, руководителя, и в том же самом смысле получается, что и начальник владеет вашим телом. And when you're at work, you cannot just, in the middle of work, just decide, well, I'm just going to do something else. И посреди рабочего дня вы не можете принять решение, что вы хотели бы заняться чем-то посторонним, кроме работы. And then finally, when you get too old to work, И в конце концов, когда вы уже состаритесь до такой степени, что будете не в состоянии работать, my mama, what would you say, жаловалась мне, to me, что когда Papa, when my father became retired, когда папа вышел на пенсию, all he did was все, чем он занимался, sit in front of television. так это просто сидел около телевизора Весь день. весь день And watch и смотрел the Muppets. этих, как их называют, Muppet шоу, да, куколок вот этих. И поэтому his body became the property of the television, I guess. И поэтому можно сказать, что его телом завладел телевизор. The property of the Muppets. И Muppet шоу завладело его телом. Что-то так. And then after some time in front of television, the body dies. И иногда, когда так человек проводит много времени перед телевизором, тело может умереть прямо перед телевизором. And then the body is either burnt, in which case it becomes the property of the fire. И затем какие варианты могут быть дальше? Тело можно сжечь, и тогда тело станет собственностью огня. Or if it's buried, then it's eaten by little creatures. Либо оно захороняется, и тогда оно становится собственностью червей и других приятных созданий. And then it becomes the property. What's the property? Собственность. What? Она. What? Стает. Оно становится Становится. What was it? собственностью. Собственности. Тью. Собственностью. What do you call it? Тараканчиков. Серьезно? Это серьезно? Это не только шутка. So Narada Muni says that in this way, if you've got a little intelligence, then it's clear this body is not just yours to do with as you like. Поэтому Нарада Муни говорит, что если вы обладаете хотя бы толикой разума, для вас очевидно, что это тело не принадлежит вам и не получится наслаждаться им так, как вам заблагорассудится. And Narada Muni makes a very strong point Нарада Муни достаточно бескомпромиссно заявляет, that it is so obvious это настолько очевидно, that if someone does think that it's their body, this means he's a rascal. что если кто-то все-таки всерьез полагает, что это его тело, то этот человек просто мошенник. Мошенник или, может быть, лучше, негодяй. I mean, серьезный мошенник, да? Или серьезный негодяй. Okay. Yeah. And, you know, when this term rascal is used in a Vedic context, it's a strong term. И смысл в том, что когда используется термин «негодяй» в ведических текстах,
том, что используется усиление. You know the example Prabhupada gave? Знаете, какой пример приводил Шрила Прабхупада? Man is sitting in the tree, Человека, сидящего на дереве, sitting on one branch, который сидит на одной ветке, but he is sawing through the branch in between himself and the trunk of the tree. но при этом он пилит ту часть ветки, которая находится между ним и стволом дерева. Right, and another person comes by and says, don't do that, you're going to fall. Приходит другой человек и говорит ему: не стоит тебе пилить ветку, на которой сидишь, ты упадешь. And the man in the tree, he says, get out of here, just mind your business. А человек, который сидит на дереве, продолжает пилить изо всех сил и говорит этому человеку: уходи, это вообще не твое дело. And then, bang, he falls. И затем, после того, как он отпилил эту ветку, бабах, и он падает. And he approaches the man who warned him. И подходит к человеку, который предупреждал его, And he says, how did you know that was going to happen? и спрашивает его: а ты откуда знал, что я упаду? So Prabhupada said, that means he's a rascal. И Прабхупада говорит, что вот такой человек и является негодяем. Because you cannot argue that he didn't understand, because it's just too obvious. Нельзя спорить с тем, кто тебя предупреждает о таких элементарных и понятных очевидных вещах. Anyway, so that's something that we can think about. Нам тоже есть о чем подумать в этой связи. Because we are still prone sometimes to identify with the body. Поскольку в нас еще живет склонность иногда продолжать отождествлять себя с телом. Or even if we are not identifying that I am the body, we're still prone to think it is my body. Или если мы не отождествляем себя с телом, то, по крайней мере, мы склонны полагать, что это тело мое. Yes, then, in the purport by our, not Prabhupada actually, but our BBT commentators, Комментарии, который написан не Шрилой Прабхупадой, но его учениками, командой комментаторов BBT, they draw our attention to two words together, actually in the second of these two verses. они обращают наше внимание на санскритский термин, состоящий из двух слов, который из второй части стиха. Vaturoy Steak. Tucha Nishte, headed toward a lowly destination. Tucha Nishte. Они говорят «тучха ништхи», идущие к жалкой участи. Tucha means very insignificant. Туча означает весьма незначительный. So insignificant it practically doesn't even exist. Настолько незначительный, что он вообще практически не существует. Right. And this word, it's a Sanskrit term, but it's also in Bengali language. Это слово является не только санскритским, но также присущее бенгальскому языку. You may know the verse from one of Narottam Das Thakur's songs. Вы, вероятно, помните стих из одной из песен Нароттам Дас Такура. Arkabe nitai chandir karuna hoibe samsara vasana mora kabe tucha habe. When will I get the mercy of Lord Nityananda? Когда же я обрету милость Господа Нитьянанды? When I do, then samsara vasana, all my material attachments,
Когда я обрету милость Господа Нитянанды, то тогда все мои материальные привязанности, even samsara, we know that term. самсара мы знаем, что означает. We sing every morning in Mangal Arati, Каждое утро мы поем во время Мангаларати, if we're in Mangal Arati. если мы на Мангаларати. Yeah. Samsara vasana. Самсара васана. Vasana means very foundational and fundamental. Васана означает основа, полагающая, фундаментальная. Means like material attachments which are just very foundational. Самсара васана, материальные привязанности, которые являются фундаментальными. Like, for an example, to identify with the body. Например, отождествлять себя с телом. It might be a male body С мужским телом in this life, в этой жизни, female с body. женским телом. Some other time it may have been an animal body. В другой жизни это может быть тело животного. Each time we become attached to our particular body. Каждый раз мы привязываемся к определенному типу тела. But it's based on the foundational tendency to become attached to bodies. Каждый раз основа привязанности одна и та же. Привязанность к материальному телу. Отождествление с материальным телом. Not just the attachment to this body, Привязанность не только к этому телу, but that general propensity, но это общая склонность. the tendency to become attracted to the opposite sex. Тенденция к влечению к противоположному полу. Not just in the position you're in this life, Не только к своему телу и положению, в котором вы находитесь в этой жизни. but every lifetime, every body, you have that tendency. Но при каждом своем рождении, при каждом получении нового тела, у вас снова проявляется эта тенденция, эта склонность. Я живу в Африке, если я живу где-то, и там у нас есть hippopotamus. Гиппопотам. Слышали об этом? Вы встретили один? Нет. Лучше не встретить. But when I, see them or pictures of them, I think, how could they be attracted? Но когда я смотрю на гиппопотама или вижу изображение гиппопотамов, я думаю, как вообще их может к противоположному полу что-то привлекать. But they become very attracted. Но их очень сильно привлекает противоположный пол. Наш друг тараканчик. Yeah, you think, how could anyone be attracted to this? Глядя на тараканчика, можно подумать, как вообще кто-то может привлечься таким телом. But they think in the same way as mentioned here. Но они ведут себя и думают таким же образом, как и все остальные, в соответствии с тем, что утверждается в сегодняшнем стихе. Subhadram. Субхадрам. Mr. Tarakanchik is thinking about Mrs. Мистер господин Тараканчик думает о госпоже Тараканчик как о Субхадре. Sunasam. Сунаса. Oh, what would you say? Anyway, what beautiful legs she has. Какие красивые ножки у нее. So therefore Narottam Das Thakur is saying, if we get the mercy of Lord Nityananda, then not just the attractions of this life, but the fundamental underlying principles of attraction become removed. Поэтому Нароттам Дас Такур и говорит, что если мы обретем милость Господа Нитьянанды, то мы сможем преодолеть влечение к противоположному полу не только в этой жизни,
но сможем искоренить саму склонность в своем сердце. And in the process, kabe tucha habe. In the process, they just become insignificant. So you don't even really notice them. И в процессе преодоления этого влечения противоположный пол для вас становится незначительным, и вы потеряете всякий интерес к нему. So anyway, this Ayla, he's getting some big realizations like this. Айла Махарадж обретает серьезную реализацию. And we need also to get some more serious realizations. И нам тоже стоит обрести подобные серьезные реализации. We are still affected by material concepts. Потому что на нас еще продолжает влиять материальная концепция. We may not like to admit it, but unfortunately, it's true. Может быть, нам не хотелось бы это признавать, но, к сожалению, это правда. And therefore, we need to get more realization. И именно поэтому нам нужны такие серьезные реализации. Means we need to chant attentively more. Что подразумевает, нам необходимо больше и внимательнее воспевать. Yeah, we need to chant more attentively, and we need to chant attentively, do more attentive chanting. Да, нам нужно более внимательно воспевать, а также внимательнее относиться к процессу воспевания. And we need to read Srila Prabhupada's books more. А также нам нужно уделять больше времени чтению книг Шрилы Прабхупады. This, as a combination, chanting and reading the books, И такое сочетание воспевания святых имен и чтения книг Шрилы Прабхупады, and helping distribute Krishna consciousness, а также, находясь в настроении способствования распространению сознания Кришны, this will give us this type of realization. такую реализацию, подобную Махараджи Айле, мы сможем обрести. And then we need to distribute it to the non-devotees who are really in just such unfortunate situations. И тогда мы сможем донести такое понимание людям непреданным, которые пребывают в очень плачевном состоянии. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Now, we помните, я сказал вам, что Адхокшаджа Прабhu, он здесь. И он будет, what? Ответить. На вопросы. Отвечать. Может быть, сюда пройдите, пожалуйста, тогда присядьте микрофон, чтобы вам было говорить Да, удобнее. okay. So, кто первый? Пожалуйста. Вот. Вопрос задать о воспевании. То есть есть у нас маха-мантра медитация, то есть мы ее видим, многие знают. Вот, Харе Кришна мантра. И есть у нас, можно показать, кто не знает, не знает, он лежит на полочке. How many are there? Песни Радхи Кришны и Ачари Кришна. Так называемые песни книги молитвенные, ну, точнее песни называются, поскольку это песни Радхи Кришны и Ачари Кришна. А я хотел узнать, ну, может быть, присутствующие кто-то тоже, в долевом отношении, в процентном примерно можно сказать, сколько мы должны посвящать Харе Кришна Махамантре и вот этому, этим, то есть пению этих песен. How much do we have to chant Hare Krishna and how much do we have to sing those songs? В процентном, может быть, Okay. приблизительно, ну, как вот там, 50 на 50, или там 10 и 90, да, вот в таком отношении, в соотношении в долях, в долевом отношении. Возможно, это прокомментировать. Прежде чем отвечать на вопросы, мне сразу хочется сказать, что гораздо лучше бы на них ответил Махарадж, поскольку Махарадж дал задание. Всего благословения, я постараюсь быть полезным. Очень полезно. Даже последней части лекции.
Ну, то, что касается соотношения процентов, как вы сказали, на самом деле мы всегда делаем акцент на то, что просил нас делать Шилапрапада. Мы повторяем Хари Кришна мантру минимум 16 кругов. 1 hour after we finish here, whatever that ends up being. Хари Кришна мантру, собираясь вместе, вы можете какое-то время также петь баджаны из этих песенников. Делать баджаны Шилапрапада очень любил. И, в общем, я сам не встречал наставления Шилапрапады, когда он говорил непосредственно о соотношении процентов, что касается повторения Хари Кришна мантры и спевания баджана, но в целом Шилапрапада делает акцент на повторение Хари Кришна мантры. В первую очередь мы с вами повторяем Хари Кришна, то количество кругов, которые нас просит духовный учитель. Мы также собираемся вместе, поем киртан. Читаем Чайтамрити Шилапрапада говорит о том, что киртан является юга-дхармой, и он просит людей в нашем движении собираться регулярно каждый день. Мы говорим даже не раз в неделю, а каждый день и петь киртан. И, безусловно, поскольку мы воспеваем святые имена, можем какое-то небольшое количество времени уделить тому, чтобы петь баджаны из песен. Хороший ответ. Могу ли я дать предложение тоже? Это возможно сказать, что вы должны читать Харе Кришна, what would you say, 100% времени. И петь баджаны 100% времени. Это возможно. Думаю так. Но, как Адакши Прабhu сказал, это хороший ответ. Можно к нему добавить. Фактически, вот если взять, да, то есть вот мы поем Самсару, да, то есть сколько там минут мы поем, и сколько Хари Кришна остается на Хари Кришна. Потом в Лисинг там тоже Хари Кришна бывает, иногда не бывает. На Гуру Пуджа тоже, наверное, пополам. И Гуру Арати, ну, то есть вот фактически можно посчитать, вот я имею в виду, если по службам брать, за исключением остального. Ну, Прабху спрашивал не о службах, он спрашивал вообще в целом о времени, которое мы тратим Да, на жизнь. времени этого общего воспевания, именно воспевания, не в одиночку, Не в службах имеется, да, вообще. совместного коллективного воспевания, группового и, Да, я соответственно, Да, он спрашивал именно вообще о времени. отношений. Поскольку есть Махамаха, есть песни, в котором содержится. Да, это помимо служб, да, я как понял, вы спрашиваете помимо служб. Да, Помимо служб. Не, вот как раз спрашивали помимо службы, а во время службы, да? Соотношение между Вот во время Махамантрой во время и службы. песнями, да. Сколько посвящать Махамантре пению и пению баджан. Песни по-русски говоря, баджан это песни. То есть вы о службах спрашивали, да? О количестве времени, занимаемого в этом воспевании. Ну, во время служб мы поем по стандартам те службы, которые у нас приняты в движении. Вот, и мантру кончаем петь, тогда кончается пуджа. То есть есть график, расписание, в принципе. Мы не можем, например, петь махамантру, так сказать, 4 часа, и потому что у нас, например, впереди лекция. Или там еще какие-то мероприятия. Поэтому все это согласовывается с руководством, с устройством. Was what I said understandable? Я вначале подумал, что спрашиваю. Oh. Тратить времени. Если касается служб, то Clarify. если да, мы следуем этому специально, которое установлено в нашем храме. Мы не можем до бесконечности затянуть воспевание, потому что есть еще другие мероприятия, есть тот же завтрак, служение. После завтрака служения надо заниматься. Поэтому мы следуем расписанию просто. Следующий. Да, пожалуйста, чтобы. Вне общества преданных всегда так происходит, и в обществе преданных почти всегда так происходит, что когда мы объясняем что-то, например, что мое тело болеет, мы говорим, что я болею, практически всегда мы отождествляем себя с телом в выражении каких-то бытовых вещей. Насколько нужно
для себя вот это проговаривать, что не мое тело, и насколько можно это проговаривать вовне, то есть когда это благоприятно сказать, когда это неблагоприятно сказать. Потому что проговаривая вот эти вещи, но мы все равно, кажется, делаем небольшие шаги к тому, что мы отождествляем себя с телом. Ну, вообще вопрос реализации, на самом деле, если человек не поднялся до подобного уровня понимания, он даже если будет чаще проговаривать, то может все равно достаточно сильно отождествлять себя с телом. Это не вопрос 5 минут, потому что человеку необходимо пройти определенный путь духовной жизни. Преданный, который соприкоснулся с движением сознания Кришны, он может получить определенное понимание того, что мы отличаемся от тела, и может проснуться на самом деле. Многие преданные, когда они присоединяются к движению сознания Кришны, они получают это осознание, как будто бы у них осознание, как будто бы они проснулись. Им рассказали о том, что они не есть это тело. И, безусловно, ваш вопрос он касается не искусственной методики. Нам нужно читать регулярно Священное Писание, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, которая поддерживает это понимание. Потому что понимание, которое приходит из Священных Писаний, это понимание, которое сам Бог передает, сам Кришна. Вот. То, что касается внешних фраз, которые вы говорите, в каких-то случаях вы можете, может быть, даже шутку, или, может быть, не шутку сказать, но это не должно быть такой какой-то нестандартной речью или формой общения. Когда вы говорите, что там, мое тело село есть, мое тело в душ пошло, мое тело пошло посмотреть книжки, вот душа не хочет. Меня заставляет. Или душа хочет. То есть мы не превращаем в какую-то особую речевую абстракцию нашу форму общения. Да, иногда можно это говорить, если это не любит сказать периодически. Но прежде всего вы сами должны поддерживать это понимание, вот оно внутри. Вот, и изучая регулярно Священное Писание, потому что без изучения священных книг нам сложно поддерживать это понимание. Я отлично это делаю. Поэтому Бхагаватам читаем по утрам, читаем книги для того, чтобы это понимание не уходило от нас. То есть правильно я понял, что если общаешься с каким-то человеком, которому это будет непривычно или как-то необычно, лучше сказать на его языке, да, что там я болею просто, но при этом самому пытаться помнить, да, что это все-таки тело. Да, в целом это так. То есть нужно всегда разум использовать. Все будет зависеть от того, какой человек перед вами. Если люди, знаете, которые вы проповедуете, которые беседуете, они интеллектуалы, они не особо сфокусированы на духовной науке. Если вы будете говорить нестандартные вещи, это может вам показаться странным, и ваша проповедь может быть не так эффективна в их лице. Вот. Если вы общаетесь с людьми, которые очень простые, вы можете даже ради раскрепощения вашей беседы сказать очень простые вещи, люди будут рады. Надо смотреть на ситуацию. Везде разные. Люди разные, с которыми общаетесь. Как же себя отождествлять с этим телом? Может быть, на это нужно больше времени, и тогда есть опасность, что можно наделать проблем очень много. То есть, может быть, как это быстро можно сделать? Хороший вопрос. В ряде комментариев Шрила Прабхупада пишет о том, что мало понять или узнать о том, что мы душа. Нужно научиться действовать как душа. Действовать как душа означает действовать как слуга. Поэтому, когда вы занимаетесь практическим служением и заняты на протяжении дня этим служением, то это самый лучший способ реализовать данное понимание, о чем вы говорите сейчас. Я помню, у нас, поскольку движение в России было зарегистрировано в 1989 году, у нас был прорыв особый в России. До 1989 года у нас было около 100 преданных по всей России, много. И потом начался этот бум распространения книг, Харинамы. Первый год лайфа не было. И у преданных эта реализация, она была очень глубокая. Вы не есть это тело. Я знаю ряд вайшнавов с тех лет, которые очень активно проповедовали. Они забегали в офисы, они забегали в квартиры. И они говорили определенные вещи, они говорили: вы знаете, вы не этот мешок с костями. И люди, они говорили: рассказывай дальше. Им было очень интересно. Они говорили резкие вещи с юмором действительно, но они сами проснулись, они сами получили это понимание, и они занимались практически преданным служением. И в их словах была сила, и люди их слушали.
люди их или очень слушали. Было очень много энтузиазма. Вайшнавам хотелось занести это знание до народа. Лидер Санкиртаны с Латвии мне еще в 9 году рассказал историю. У них там был такой санкиртанчик классный. Он распространял книги со столиком по квартирам. Он звонил в дверь, и у него столик был с собой, там книжки были выложены. Открывалась дверь, он вставлял в дверь стол. И у человека не было шанса закрыть, люди были в шоке. Он очень интересно рассказывал о душе, об отличии души от тела. Стол вставлялся просто в этот проем. Такой был. То есть это, наверное, единственный случай, когда преданные распространяли со столиком по квартирам. Хорошо. Вот вопрос, читать чаще, постоянно, да, читать Священное Писание, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, вот это слышишь каждый день, читаешь, а как реализовать знание, чтобы именно как бы оно в сердце, что ли, раскрылось, ну, то есть понимание пришло именно того, что изучил, услышал или прочитал Священное Писание. Чувствуется вопрос преданного Санкиртаны с определенным намеком. Вы, в принципе, очень хорошо знаете ответ на этот вопрос. Чтобы знание реализовать, нужно следовать прежде всего этому знанию и передавать это знание. В самих священных писаниях говорится, что человека нельзя назвать знающим шастру, если в его жизни не будет присутствовать 4 вещей. Есть 4 составляющих афикара или квалификации человека, которого можно назвать знающим священных писаний. Можно запомнить 4 вещи всего. Если хотя бы одна вещь или один момент не присутствует в жизни человека, то человека нельзя назвать знающим шастрой. И первое, чему должен соответствовать человек, который претендует на то, чтобы называться знающим шастрой, он должен изучать Священное Писание наизусть, то есть определенный текст он должен знать наизусть, по крайней мере, ключевые, должен знать шастры, должен их действительно читать. Называется, смотрите, вторая составляющая афикара или квалификация человека, которого можно назвать знающим шастрой, это вичар, или размышление. Человек должен анализировать и размышлять на основе того, что он прочитал. Он не просто должен водить глазами по строчкам. Это вторая составляющая квалификации. Третья составляющая квалификации человека, которого можно назвать знающим шастрой, это ачар. Человек должен следовать тому, о чем он прочитал. Не просто пытаться блеснуть знанием, которое вы изучили там наизусть, на основе которого вы анализировали или размышляли, вы должны следовать этому. Вот, если вы прочитали о том, что надо вставать рано утром, надо вставать рано утром. Если вы прочитали о том, что нужно, например, вкушать просад, а не мясную пищу, вы должны следовать этому. Ну и так далее. Наставлений много. Главное им научиться следовать. И последняя составляющая этого афикара или квалификации человека, которого можно назвать знающим шастры, это прачар. Человек должен проповедовать. Иными словами, человек должен передавать то, что он получил. Именно поэтому, что Прабхупада с самого начала, обучая элементарным вещам людей Запада, он увлекал их всех в проповедь сознания Кришны. Махарадж не даст соврать. Он очевидец. Что Прабхупада увлекал всех в проповедь сознания Кришны. Это последняя составляющая квалификации человека, которого можно назвать знающим шастрой. Мало просто выучить шлоки и строчить как из пулемета этими шлоками. Есть такие люди. Совсем недостаточно. То есть человек должен следовать в жизни этим наставлениям. И он должен это не просто следовать, он должен также передавать это знание. И вот эти все 4 вещи должны присутствовать в жизни. То есть человек должен знать шастры, он должен учить их. Человек, я еще раз повторю, человек должен размышлять, чтобы сделать их своей внутренней глубиной. Вот, то есть это активная функция разума, соответствует одной из функций разума, вичар-шакти. Человек должен следовать наставлениям шастр, и человек должен проповедовать. Вот эти все вещи, они позволят человеку глубоко реализовать то, что вы изучаете. Они же были сыновьями Куверы, полубоги, и мы знаем, что в раю как бы законно наслаждаться. Почему их прокляли тогда?
даже в раю, на свадьбе, там есть свои принципы. Полубоги являются праведниками, сурами. У нас хорошая речка есть, сура в России. Они являются праведниками, там тоже есть свои принципы, они преданные Богу. Например, на Амаравати сам Господь Вамана, он лично присутствует. Даже не в облике Мурти, где Арчи Виграхи, он лично присутствует. Поэтому полубоги находятся в возвышенном положении. Они следуют букве Вед, они следуют законам Вед. Не так, что на райских планетах там просто полная монархия. Нет такого. Там есть правила предписания также. Там есть Бхагават, он более расширенный. И тем более подразумевается, что они следуют этим канонам. Эти полубоги нарушили. Они конкретно нарушили правила поведения. Поэтому ради их блага назван у них проповедь. Тут просто. Да, пожалуйста. Еще вот по поводу того, что мы не тело, и мы относимся друг к другу тоже как не тело. Нужно добавить, что вот в этом тексте здесь предполагается, что предположим пол испытывает друг другу разделение. Вот. Но если мы, допустим, уже имеем какое-то духовное развитие, то мы смотрим на других преданных, даже в женском теле, в принципе, как на духовные существа. И, допустим, если вообще игнорировать тело, то мы не могли бы сейчас услышать лекцию Махараджи, допустим, Махараджи, да? То есть мы не могли бы служить друг другу, мы не могли бы почитать просад и так далее. Потому что душа душой, мы так или иначе используем тело для того, чтобы заниматься духовной практикой. И в этом смысле мы должны уважать тела и должны помогать друг другу как-то в каких-то ситуациях сложных, с учетом того, что их тело, допустим, попало в такую сложную ситуацию. Вот, это мы должны делать из любви, как к духовному существу, с одной стороны, но тем не менее, когда преданные встречаются, допустим, часто вот мужчины, они там обнимаются, женщины там как-то, да? То есть, так или иначе, мы тело используем для того, чтобы развить более глубокую любовь к личности. Не знаю, так вот можно? Так, и вопрос какой у вас? Можно ли так рассуждать о теле еще, не просто отвергать его как вообще никчемную совершенную единицу, которая потребна для нашего понимания, что она душа, но также использовать тело как инструмент духовной практики. Тут должен быть разумный подход с точки зрения самих священных писаний. Да, безусловно, мы используем тело для служения Богу. То, что касается различия тел, есть просто определенный этикет. Мужчина, женщина должны правильно общаться, следуя этикету. Если этикет не соблюдается, то мы будем встречаться с определенными сложностями. Наше восприятие может быть другим, оно может меняться, оно может покрываться, оскверняться и так далее. То есть есть этикет, и одна из 4 миссий, которую получил Санатана Госвами от Господа Чайтаньи Махапрабху, Шилапада приводит это в комментарии к читанию Чаритамрити, состоит в том, что он просил его написать этикет. Мы сами получили Хари Бхакти Вилус. Мы должны ему следовать. Там все описывается. Шрила Прабхупада, у него есть достаточно писем, я сам читал эти письма, касательно общения мужчин и женщин. Там все очень подробно описывается. То есть да, мы должны понимать, что душа отличается от тела, мы можем правильно взаимодействовать. Но как взаимодействовать? Это вопрос этикета. Вопрос, насколько уместно, допустим, ситуация такая, да? Женщина просит своего мужчину, чтобы он попросил. Кого просит? Женщина просит, жена просит у мужа. Да, жена, более конкретно. Жена просит у мужа, чтобы ее муж попросил у своего наставника, гуру, старшего там бхакти, о ее здоровье, то есть улучшении ее здоровья. Насколько приемлемо, то есть, и опять, на какой ступени человек находится, он решает там разум. Или это все-таки возможно, чтобы он попросил, чтобы ее, их гуру, скажем так, молился за здоровье этой маточки. Понимаете, да? Вопрос в том, что возможно, такой вопрос задавать, или это как, кстати, оскорбление, да, ничем не вопрос. Про тело. Yeah, no, I understood Здоровье that. тела. Yeah, вообще, it's not such a good question. вообще позаботиться о том, чтобы вылечить жену, если об этом речь идет. Да, а вопрос как бы уместно задавать гуру, или, и причем гуру является обоим гуру вот этих
Ну, если он посчитает, Yeah, нужно, sure, может, конечно, sure. попросить благословения, чтобы как-то здоровье, может, поправилось. Но в целом, правило, мы к гуру обращаемся с духовными вопросами, с духовными темами. Потому что Ну, то есть не надо. это долгий вопрос. Недавно прослушал курсе по бхакти-шастру. То, о чем вы спрашиваете, это особенность начинающих вайшнавов, когда они перегружают духовного учителя материальными вопросами различными. Вот, в общем-то, такой обязанности нет. Но смысл в том, что вы должны постараться устроить все так в своей жизни, чтобы решить эти вопросы сами, обращаясь, может быть, к старшим преданным, к людям, которые окружают вас, наставнику, вот, и стараться обращаться к духовному учителю с духовными темами. Ну, то есть такой вопрос задавать не надо, да? Я сам лично слышал от ряда учеников Шилпрапады, что они очень устают от таких материалистичных вопросов или же вопросов, которые связаны с бытом, там, Махарадж, продать мне квартиру или не продать, там, все это вешают на духовном учителя, учителя очень устают часто от этого. Должны постараться не перегружать учителя различными бытовыми вещами, ну и тем, что касается там, поддержания тела. Это на самом деле очень легко решается, то есть есть врачи, есть преданные, которые могут помочь. Ну, а допустим, ягью заказывают там в храме, ну, за ее здоровье опять-таки была принята ягья, улучшение здоровья. Ну, кому заказывают? Нет. No, okay. Вопрос. Okay. I think he answered the question, Ягья didn't he? проводится в храме, там есть... Вопрос как бы понят, услышан, на него ответ получен. Следующий вопрос, пожалуйста. Okay, well, let me just throw in something. Да, и перед тем, как мы к следующему вопросу перейдем, Гуру Махарадж скажет пару слов. You know, when you deal with Hindus, you get a lot of requests, like about health and things. Когда вот с индийцами взаимодействуешь, очень часто такие вопросы задают по поводу как раз-таки здоровья. Not long ago, I was approached by one elderly Hindu man. И совсем недавно пожилой индиец, преданный, подошел ко мне. He said, Swami, I got headache, Swami. И сказал: с вами, голова что-то разболелась, с вами. You must pray for me, Swami. Вы должны помолиться за меня, с вами. I answered, you know, I get headaches occasionally. И я ответил ему таким образом: у меня у самого тоже иногда голова болит, бывает. When I do, I take an aspirin. И когда у меня бывает болит голова, то я аспирин обычно пью. I mean, just following on with what ISKCON Prabhu was saying. Я думаю, то есть это должно поставить точку в понимании того, как раз таки, что ISKCON Prabhu пытается до нас донести. So, последний, what? На определенном этапе преданного служения, да, возникает у преданных, как бы такая позиция: остаться или продолжать заниматься. Вот. И мне иногда тоже задавали такие вопросы. Я обычно отвечал: не надо торопиться, то есть надо успокоиться, продолжать читать мантру и внимательно слушать старших наставников. Но вообще говоря, это очень сложная ситуация. Практика показывает, что многие, когда доходят до этого порога, они уходили просто. Жалко. Или порога. Ну да, То есть вопрос ваш в том, что делать, когда человек оказывается на этом этапе, перед выбором уйти в маю или заниматься дальше правильным служением. На самом деле у каждого человека должен быть наставник. Человек должен принять гуру. Рупа Госвами начинает свои наставления. Есть 64 ангела, 64 составляющих преданного служения. Первые 5 наставлений посвящает этому. И Джива Госвами, Рупа Госвами утверждают, что фактически сложно вести нормальную духовную жизнь или серьезно заниматься практикой, если нет наставника. Если у вас есть наставник, то, в общем-то, человек, по идее, если он правильно взаимодействует с наставником и с учителем, должен избежать этого этапа, так как он заранее будет обращаться с различными проблемами, то есть или с своими сомнениями на эту тему, и может избежать подобного кризиса. То есть смысл в том, что человек должен обращаться к наставнику и учителю. Вот. И даже если
он доходит до такой стадии, когда он действительно встречается с подобным кризисом, то учитель и наставник они могут очень реально помочь, могут рассказать очень глубокие вещи, помочь человеку избежать падения. В принципе, так. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. Что Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. По милости от Кокши Прабху ки. Все. О, печеньки, да? Печенюшки. Печенюшки. Это для меня.